Здравствуйте, уважаемые любители живописи! Сегодня у нас очередной видеоурок. Будем писать с натуры. Погода у нас стоит отличная, как раз очень удобно и необходимо просто писать с натуры. Вот. И что у нас сегодня за сюжет? Мы находимся в Москве, в саду Эрмитаж. Место очень красивое, интересное с точки зрения живописи. У нас еще доцветает сирень, и этим надо пользоваться обязательно. И мы будем писать сюжет цветущий куст сирени и фонтан. Вот сегодняшняя наша задача. С чего начинаем? Ну, как всегда, с рисунка, с композиции. Главное правильно выбрать цель и правильно ее закомпоновать. То есть должна быть вообще логика какая-то ваших действий. Что для вас главным является в этюде? Что второстепенным? Это надо решить сразу. Бывает, часто видишь работы, в которых непонятно, ради чего художник вообще затеял эту всю ситуацию, это описание. Потому что не выявлено каких-то ценностей, нету субординации и непонятная идея. И тут, конечно, это обязательно нужно сконцентрироваться и решить, что же для вас является в данном этюде главным, интересным. Но у нас сегодня это куст сирени, как я сказал выше. Ну и плюс на заднем плане очень интересный архитектурный объект этого фонтанчика. У нас будет он немножко дальше, он будет у нас второстепенным, но тоже он должен быть узнаваемым. И я надеюсь, что мы попробуем его, по крайней мере, сделать красивым, и надеюсь, что это у нас может получиться. Приступаем к рисунку. Пишем контр-ажур, то есть против света. Это очень удобная позиция, в том смысле, что когда пишешь с натуры контр-ажур, изменения при движении солнца и теней, они минимальны и, скажем, очень легко их откорректировать в нужную сторону. Потому большинство этюдов, по крайней мере у меня, они написаны контр-ажур. Не факт, что я, безусловно, к этому стремлюсь, но часто бывает, что другого варианта просто нет. Или нужно с собой какое-то громоздкое оборудование носить, зонтики всевозможные. Не всегда это получается, чисто технически. Ну вот, я наметил контур куста. Ну и газон на переднем плане. Край газона. Тут же пытаюсь уточнить контур деревьев на заднем плане. И перехожу, соответственно, к фонтану. Этот парк Эрмитаж находится в черте города, даже больше скажу, он практически в самом центре. Рядышком много транспорта, так что извините, если без конца будет фоном доноситься звук машин, никуда не деться. Приходится с этим мириться. Плюс ветер дует, так что могут быть какие-то вещи не очень четко слышны. Просим извинить. Еще плюс сегодня непостоянная погода, то есть ветер достаточно сильный, облака тоже без конца то появляются, то исчезают. И поэтому будем ловить момент, когда будет солнце, чтобы все-таки нарисовать солнечный сюжет.
Ну вот я обозначил основные контуры наших объектов, которые мы будем изображать. Можно приступить уже непосредственно к подмалевке. Пишем мы масляными красками, как это всегда у нас в мастер-классах. Стандартный набор. Белила титановые, лимонное желтое, кадмий оранжевый, кадмий красный, кадмий фиолетовый, краплак розовый прочный, охра, охра светлая, марс оранжевый прозрачный, индийская желтая, индиго экстра, ультрамарин, кобальт синий светлый, небесно-голубая и голубая ФЦ. Снова повторюсь, погода сегодня нестабильная, облака меняют состояние, освещение, но мы будем все-таки стремиться написать солнечную погоду. Всегда работу мы начинаем с подмалевка. Тоже традиционная ситуация наших видеоуроков. В чем заключается смысл подмалевка? Взять как можно более правильные отношения между объектами, элементами пейзажа и подготовить почву для дальнейшей работы, прописки, усложнений и уточнений. Мы продолжаем писать наш этюд с натуры. Ведем работу пошагово. Ну, как все время у нас и происходит. Потому что именно правильное пошаговое ведение работы — это ключ к какому-то, во-первых, правильному пониманию в принципе, как работа должна вестись. И это дает такой навык, когда вы снижаете и уровень ошибок, и время, потраченное на работу. Почему? Потому что вам не надо будет бесконечно к чему-то возвращаться и переделать. Вы просто будете постепенно работу дописывать, что называется. И вот эта пошаговость, правильное понимание технологического процесса при написании, это очень важно. Ни в коем случае не стоит работу пускать на самотек, как вот она там получается. Обязательно надо все продумывать. Желательно шаги технологические продумывать наперед. По крайней мере, пока у вас не выработалась такая абсолютная технологическая наработка, когда у вас многие вещи начнут получаться автоматически. Конечно, эта тоже работа будет происходить где-то в голове, но она будет уже не такая сложная, и она будет адаптированная для вас, скажем так. И самое главное, когда вы будете владеть этими навыками по стадийной работы, пошагово, для вас уже будет не столь важно, что вы рисуете. Или это вот сегодняшний сюжет, или вы завтра там придумаете что-то другое, увидите. Везде этот принцип будет вам помогать правильно, грамотно вести работу. Вне зависимости от того, какие задачи вы решаете сегодня или завтра. Вот я сейчас перешел, немножко поработаю над соцветиями. Напомню, у нас тут, хотя он визуально смотрится одним кустом, на самом деле здесь несколько сортов посажены рядышком совсем. Ну, это, конечно, делается специально для того, чтобы такой был эффект разнообразия живописного. И это очень правильно, это оправданно. Ну а мы, как художники, должны обязательно это изобразить.
Сирень на переднем плане у нас все-таки немножко более крупная, более блеклая. Вот эту разницу между разными сортами сирени по возможности тоже желательно показать. Хотя это бывает не так легко. И вообще всевозможные насыщенные по цвету элементы писать на натуре бывает непросто. Вот, цветочные клумбы или еще что-то на вроде этого, это все время такая задача непростая, которая требует и усилий, и навыков. Тут у нас немножко белой сирени выглядывает. Вот мы тоже ее попытаемся сейчас изобразить. Ну, пока что намеком, конечно. Также чуть-чуть поработаем над зеленью в тени нашего куста сиреневого. Как я говорил выше, очень сильные рефлексы на листьях от голубого яркого неба. И вот их обязательно нужно попытаться изобразить. Также работаем непосредственно в самых темных местах нашего куста. Уточняем тональность, цвет. Тут же я переключаюсь на правую часть нашей работы. Работаю над вторым планом, над деревьями. Напоминаю, тут две липы отдельно стоящие. Они очень хорошо держат правый план, уравновешивают его. Очень красивый цвет, особенно в тени. Он очень разнообразный. Ствол в контр-ажуре на фоне более светлых каких-то частей смотрится темно-фиолетовым красивым оттенком. Чуть даже в нем есть холодного рефлекса голубоватого. Тоже потом мы немножко доработаем. Также продолжаю работать над веткой. Освещенные ветки и массы листвы, они уже намного теплее, чем в тени. Оттенок. И эту разницу между освещенным и затененным деревом нужно обязательно выявить, показать. Особенно в такую яркую погоду, когда такой контрастный контр-ажур идет. Все это очень работает в конце концов на ощущение освещенности. Эти контрасты нужно обязательно отобразить.
ромбы на заднем плане. От этих лип идет влево тень. Она очень холодная, красивая. Почему? Потому что там очень сильно присутствует рефлекс от неба. И он тут очень уместен. Холодный этот удар. Почему? Потому что он будет работать на большую контрастность нашего фонтанчика, потому что он непосредственно примыкает к нему. Да, все. Ну, мы продолжаем дописывать наш этюд. Снова повторю, у нас сейчас работа вестись будет в сторону таких тонких отношений. Особенно это касается дальних планов. Тут нужно сделать отношения, чтобы были вообще очень деликатные. Тоновые, цветовые переходы, они минимальные. При этом их должно быть достаточно приличное такое насыщение ими. Почему? Потому что если внимательно присматриваться в пейзаж, особенно при таком ярком солнечном освещении, и когда в пейзаже присутствует масса всевозможных разных сортов деревьев, пород, и, естественно, они друг от друга отличаются, и вот это все разнообразие, оно создает вот это богатство таких фактур, цветов, и, конечно, по мере возможности нужно это все отобразить. Конечно, этюд у нас сегодня небольшой, я повторюсь, 30×40, то есть мы не будем здесь делать каких-то глобальных таких, решать каких-то таких крупных задач, потому что это уже, в общем-то, задача другого формата. Если бы мы, например, развивали эту тему на более крупной работе, то, естественно, там был бы резон идти в этом направлении и дальше. Но так как у нас такой задачи не стоит, у нас идут, в общем-то, учебные в основном уроки, которые дают в простой форме и понятные именно по фактуре, по своей и насыщению мы решаем задачи. И, скажем, в этом формате мы и работаем. Безусловно, все это можно при какой-то другой ситуации и при других задачах все это развить, сделать сложнее и интереснее, но это уже другая история. Повторяюсь, мы делаем сейчас коррекцию. Мы сегодня писали днем этот этюд, и сейчас уже ближе к вечеру у нас появилась возможность немножко его доработать по свежей памяти и сделать его более интересным. Ну, в общем-то, вот такая вот работа, она достаточно для меня является такой постоянной. Я пишу этюды по мере возможности чаще, как можно чаще, вернее, правильно сказать было. Вот. Но не всегда есть возможность дописать полноценно композицию с натуры, и вот приходится вот такими делами заниматься. Это очень полезно, очень важно, ни в коем случае не стоит останавливаться в том плане, что, например, если вы начали работу какую-то интересную, но по каким-то причинам не смогли ее написать с натуры, ни в коем случае ее не стоит бросать. Безусловно, стоит ее попытаться дописать в условиях дома, мастерской, кто как работает. Во-первых, я уже сегодня говорил, во-первых, это тренировка визуальной памяти идет очень хорошая. Ну, во-вторых, конечно, хорошо иметь дописанные работы, проработанные. По крайней мере, вот такое стремление выложиться на полную, оно полезно, что человек привыкает доводить все до какого-то логического завершения. Также и с этюдами, и с... Ну и хотелось бы сказать напоследок, что все-таки вот сегодня мы практически работаем без зеленой краски. Мою позицию по зеленому цвету, те, кто смотрит мои видеоуроки, наверное, уже запомнили.
И я хочу еще раз повторить, почему. Потому что сейчас это очень актуально будет. Многие будут ходить на пленеры. И работа с зеленым цветом – это такая одна из сложных задач живописи, вообще реалистической и пленерной в частности. Почему? Потому что часто приходится видеть работы начинающих авторов, у них переизбыток зеленого, такого откровенного, насыщенного, травянистого цвета, и люди даже, часто я смотрю, обмениваются информацией, что вот они купили вот какую-то там особенно волшебную травянистую краску зеленую. Не стоит за этим гоняться. Стоит, наоборот, пытаться писать зелень не зелеными красками, а смесями всевозможных охр, кадмиев, и их пробовать все время перемешивать с синими кобальтами, всевозможными ультрамаринами, ну и любыми холодными красками насыщенных цветов, да и ненасыщенных тоже. Это дает такой, знаете, придает зелени такое разнообразие и богатство. Конечно, безусловно, если вам нравится какой-то зеленый цвет, и вы хотите им воспользоваться, пожалуйста, пользуйтесь. Но главное, чтобы это было без перебора. И в конце концов, когда вы будете придерживаться именно такого отношения, которое я рекомендую, скажем, уже на заключительном этапе работы над пейзажем, там, над какой-то еще работой, у вас будет возможность именно активным зеленым насыщенным цветом сделать главный акцент. И он будет звучать очень красиво и уместно. Но это такое, знаете, надо выдержать это все именно в таком ключе, что работать без зелени, а под конец, там, где вы считаете, должна быть кульминация зеленого, ее, эту кульминацию сделать. И это будет интересно, я думаю, и благородно, и красиво. Ну вот я считаю, что наш этюд уже завершен. Вот что получилось у нас сегодня. Вот мы его немножко подкорректировали. Я надеюсь, что то, что я вам говорил и показывал сегодня, было для вас полезным. Было бы интересно знать ваше мнение, присылайте свои отзывы, задавайте вопросы, будем общаться. Творческих успехов всем. Все, я знаю, что